сегодняшнем видео я подниму вопрос, очень спорный вопрос об обрезке, формировке плодовых деревьев. Некоторые садоводы-любители, садоводы-профессионалы могут оспорить некоторые моменты из этого видео, но кому это видео понравилось, было полезным, поставьте пальчик вверх и напишите свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. В сегодняшнем видео я хочу поговорить о формировании деревьев, а в особенности об обрезке. Также попытаемся разобраться, сколько надо времени, чтобы затянулись или заросли срезы после ранневесенней обрезки и после зеленых летних операций. Любая обрезка или выломка, как говорят, с пяточкой при зеленых операциях, это в любом случае стресс для дерева. Хоть и большинство садоводов говорят, что это никакого вреда не несет, но это все-таки открытая рана, куда попадает инфекция, куда попадают бактерии, грибы и другие нехорошие вредные вещества. Ну и на примере вот этой яблоньки Фуджи, которой в этом году второй год после посадки в мой сад, мы посмотрим, как же затягиваются 1-, 2-, 3-годичные срезы. Вот в этом месте делалась самая первая обрезка саженца на высоте 60-70 сантиметров. Получается, что этому срезу уже 2 года. А отверстие еще осталось. То есть получается, туда еще может попасть инфекция. Поднимаемся выше. Вот этот срез делался этой весной, ранней весной. Вырос вот такой вертикальный побег, центральный проводник. Но рана также не затянулась. Осталось здесь такое место открытое, куда также может попасть инфекция. Хоть и говорят садоводы, что вот такие маленькие срезы замазывать ничем не надо, но все же я думаю, что масляной краской надо было это все замазать. Тогда хоть вот это место хоть немножко было бы под защитой. Дальше перейдем к нижнему ярусу первому, к боковым веткам. Вот здесь вот веточка идет, центральный проводник, ветка идет. И в этом году тоже делался срез. Также рана осталась, рана около 6 миллиметров, и она не зажила за это лето, не затянулась. С этой стороны такая же ситуация. Ну а третья ветка, как видите, немножко попыталась затянуться, но все равно место здесь открытое. Так что, поскольку это деревцо я формирую из самой посадки, то в следующем году я вот эти уже веточки укорачивать не буду, чтобы не делать лишних ран, а укорочу только центральный проводник от последнего места среза. И здесь оставлю сантиметров 60-70 для формирования третьего яруса. Следующая яблонька, в этом году ей 3-й год. Ну вот 3-й сезон, так скажем, уже заканчивается. Я склоняюсь к тому, что это сорт слава победителю, но в сегодняшнем видеоролике, я думаю, это не столь важно. Вот в этом месте делалась первая обрезка. Здесь рана практически затянулась. Этому месту здесь получается 3-й год. Вот на 3-й год у меня на этом деревце рана затянулась. Поднимаемся выше. А вот здесь обрезка. Это 2-й год. Рана еще открытая. И поскольку у меня в прошлом году здесь в верхней части творилось черт зна что, то мне пришлось по новой все это здесь обрезать. И получается, что это вот прошлогодняя обрезка. А чуть выше поднимаемся, буквально там сантиметров 15-20. Это обрезка этот год. Не эта обрезка, не прошлогодняя, не затянулись. И вот многие садоводы говорят, что за год такие вот срезы, они заживают. Нет, не всегда. А это уже боковая веточка этого дерева, первый ярус. Как видите, рана тоже не затянулась. И хоть здесь аккуратно все срезано,
все как бы кольцом таким наплывом затягивается, но все равно рана еще открыта. А вот в этом месте, здесь я оставил небольшой пень. И дерево вот в этом пенечке сделало такую пробку, кудой, получается, в ветку не попадает инфекция. То есть вот этот оставленный пенечек, он лучше того, если срезать полностью здесь, так скажем, ну, здесь кольца нет, но как бы на кольцо. Дальше это я уже перешел к яблоне Джона Голд Early Queen, яблоне 4 года. Вот в этом месте была срезана вертикальная ветка, ну так скажем, такой волчок. Срез этот проводился еще в прошлом году, но рана здесь не затянулась. И получается, что когда в эту рану попадает инфекция, она сразу попадает в древесину. Здесь по волокнам течет жидкость, полезные вещества, ну и влага и так дальше. Влага подхватывает эту инфекцию, несет по этой ветке аж до самого окончания, потом возвращается. Если эта инфекция там нигде не остановилась, она передается дальше в дерево. Если сюда попадет очень много инфекций, дерево просто-напросто, как минимум эта ветка отсохнет. Но может пропасть и дерево. Но если мы сделаем срез на вот такой небольшой пенечек, это была летняя операция в этом году, и попадая сюда инфекция, она уже не сможет попасть в ветку, потому что сюда уже в окончании дерево засушивает вот это место, и уже сюда вода не поступает. Из-за этого инфекция остается здесь вот на конце вот этой, в этой пробке. И плюс к этому всему дерево начинает формировать здесь плодовую почку. Конечно, может оно здесь сформировать веточку, тогда нужно будет эту всю операцию, так скажем, провести опять чуть выше, опять прищипнуть или обрезать, и тогда уже плодовая почка может выше создаться. В любом случае, я считаю, что желательно оставлять небольшой пень при срезе вертикальных веток. Тогда они создают плодушки, и через этот пень инфекция трудно попадет уже в саму древесину или в ветки дерева. Так скажем, этот пень как бы защищает это деревцо. А вот еще раз повторюсь, что срез на кольцо мне не очень нравится, так как это не самое удачное действие в обрезке и формировании дерева. Я так считаю. Следующий вопрос, который я хотел бы рассмотреть, это укорачивание весной, ранней весной при обрезке вот таких длинных побегов. Да, такие побеги можно укорачивать, если их длина больше 60 сантиметров. Если мы здесь укоротим на любую там почку, мы уже об этом говорили, то желательно здесь тоже оставлять небольшой пенечек. Не надо резать под самую почку. Хоть здесь и, так скажем, инфекция с этого места не сможет попасть вот в эту ветку, но лучше перестраховаться. Этот пенечек здесь никакого вреда вам не принесет. Наоборот, если вы сделаете вот этот пенечек на внешнюю почку, то этот пень направит вот эту веточку в более таком горизонтальном положении. Вот этот пень как бы будет отталкивать эту ветку, и она будет сюда больше наклоняться. Так, ну и из всего сказанного в сегодняшнем видео можно сделать небольшой итог. Что если вы делаете обрезку, то вам придется эти деревья обрабатывать. За сезон вам придется не менее 3-4 раз фунгицидами и инсектицидами. Также для быстрого восстановления этих деревьев и для того, чтобы все эти раны затягивались, вам придется подкармливать эти деревья калием, азотом и фосфором. В этом видео мы поговорили о формировке, об обрезке, об обработке, насколько это полезно и насколько это вредно.
Если вам видео это было интересно, то поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, а в следующем видео мы попытаемся разобраться и с вопросом снижения кроны у больших взрослых плодовых деревьев. На сегодня у меня все. До следующего видео. Пока-пока.